Приветствую всех на канале, я Наталья. И сегодня по многочисленным просьбам еще раз покажу, как приклеить перья к хвосту павлина, чтобы они у нас вот так красиво играли, а не были плоскими. Перышки как делать я уже показывала, есть отдельное видео на канале. А сейчас приступим. Сегодня мы будем декорировать снова павлина. Как делать вот такие перышки я уже показывала. Ссылку оставлю под каналом. Покажу, как приклеить, чтобы вот перья вот так вот у нас играли, а не были плоско приклеены. Перья у меня разного размера здесь, но самые длинные у нас уйдут на нижнюю часть хвоста. И чтобы облегчить работу, я нашла вот такие круглогубцы. И, конечно, понадобится горячий клей и ножницы. И я беру одно из перьев и укладываю. У меня примерно вот здесь где-то 2,5-3 сантиметра. Вот, и ищу место, где я могу закрепить. Вот беру прямо вот так проволоку и закрепляю. Так, вот сейчас мне нужны круглогубцы, чтобы затянуть. Закругляю я вот так туда-сюда, как бы 2 раза. Вот так оборачиваю и подрезаю. Подрезаю и вот этот кусочек острую сторону вот так подгибаю и вот укладываю между вот пластмасской. И что делаю дальше? Отгибаю вот эту сторону и вот так разглаживаю листики, перышки вот в разную сторону. И вот сюда на эту часть, так отверну, чтобы вам видно, наношу клей. Так, сначала вот так, именно вот на эту часть, чтобы приклеить. И сейчас вот так резко все опускаю и прижимаю. И вот нижняя часть перышка у нас приклеится, средняя часть, а вот эти вот у нас будут вот так вот играть. Беру следующее перышко и тоже вот так его примеряю, чтобы у нас была вот такая круглая часть. Сегодня у нас урок будет такой более подробный. Я буду работать вот так медленно в режиме, чтобы вы все видели. Вот снова нахожу следующее отверстие. Да, можно приклеить. Многие писали, что можно просто приклеить. Да, можно приклеить, но я всегда страхуюсь, чтобы случайно нигде ничего не отошло, не оторвалось. Вот, я всегда лучше что-то сделаю, лишний шаг, но у меня будет все приклеено, все у меня будет прицеплено, так скажем, нигде ничего не отвалится. Так, вот еще раз туда отодвину, чтобы мне было удобнее все это дело продеть. Вот. Лишнюю проволоку. Так, теперь уголок заворачиваю и вот так прячу вот сюда между отверстиями. Вот. Снова смотрю, как мне лучше красиво расположить. Так, отодвигаю вот эти вот перышки в сторону. Беру клей так, чтобы мне не мешало вот это. Так, вот у меня здесь вот ложатся перья и немного вот здесь. И резко опускаю. И верхнюю часть перьев вот так перекрываю клей. Так, сейчас уберу. Перекрываю клей, чтобы уже никакие другие вот эти мелкие перышки не зацепились. Все вот так прижимаю. И вы посмотрите, как уже хвост играет. Беру следующий. Вот, снова смотрю, где бы мне его. Так, вот так лучше будет смотреться. Вот сюда прикручу. Присоединю. Так. Потом покажу также с обратной стороны. Все получается очень чисто. Если учитывать, что там еще будет бантик, то вообще все у нас получится чисто и красиво. Как я уже говорила, уже показывала урок. Ну вот сегодня решила еще выйти в эфир, чтобы мне не было скучно работать. Ну и кому-то может быть какая-то дополнительная информация. Может быть, кто-то увидит что-то новое. Так, снова отрезаю лишнее.
Да, кто-то спрашивал, что у меня за проволока. У меня это просто проволока для подвязки огурцов. Можно использовать любую проволоку, которая у вас есть. У меня это примерно 1 миллиметр. Так, сейчас закреплю. Сейчас даже покажу, где-то у меня была. Вот, тут даже видно для подвязки огурцов. Также вы видели, я использовала вот такую проволоку, тоже хорошая, 1 миллиметр. Поэтому можно использовать любую, которая у вас есть проволока, не обязательно именно такую, как у меня. Так, теперь снова вот так все распределяю. Здесь надо следить за тем, чтобы, когда наносим клей, не зацепить другие вот эти перышки, иначе у нас все склеится. Так, вот так наношу клей. Сюда, сюда, сюда. И резко вот так вот все. Так, и все у нас. Так, у меня руки немножко в клею. Все подклеиваем. Мне очень нравится, как вот эти перышки вот так вот развиваются. Просто красота. Так, теперь выше мне нужны будут перышки чуть поменьше. Вот, примерно вот так. Тоже буду все это прикручивать. Вот, измерила. В прошлый раз я подклеивала декор сразу на перья, но я поняла, что лучше делать это отдельно. Поэтому сначала я приклеиваю все перышки, а затем уже буду подклеивать декор. Поэтому вот в этом видео тоже вот для вас это новое. Снова вот так прокручиваю. Вот даже могу показать сзади. Видите, все получится чисто. Ничего там у нас не будет видно. Так, 2 раза туда-сюда. Лишнее отрезаю. И вот тут между заготовкой прячу. Так, теперь снова вот это все отодвигаю. Так, смотрю, где мне нанести клей, чтобы все подклеить. Вот, мне надо сюда нанести, сюда чуть-чуть и вот сюда. Так, сейчас лишнее. И все убираем, придерживаем пальчиком. Вот, все сюда, сюда, и все это, и сюда чуть-чуть. И подклеиваем. Так. И, конечно, даем закрепиться. Вот вы видите, как красиво. И за счет того, что у нас тут длиннее, тут короче, вот у нас все это дело красиво играет. Теперь беру следующее перышко. И вот укладываю так, чтобы у меня хвост таким полукругом, можно сказать, так, овалом смотрелся. Также смотрю, где мне можно прикрепить. Вот сюда прикреплю. Так, чтобы не портить ногти, использую любые плоскогубцы, круглогубцы, все, что у вас есть. Обрежу лишнее и снова кончик спрячу. Вот очень удобно этими круглогубцами прятать уголки. Так, вот, видите, вот такой вот красивый хвостик получается. Снова я все отодвигаю. Все тут распределяю. Перед этим вот так смотрим, где у нас ложится все. Наносим клей и чуть-чуть вот на это перышко, чтобы подклеить 2 пера вместе. Вот так. Все распределяем. Так, вот. И прижимаем. Вот видите, одно на другое. Очень красиво. И можно сказать, это даже лучше, чем перья, с которыми я раньше работала, так как перья, ну, вот эти вот, они намного крепче, чем сами перышки. Так, теперь снова вот здесь мне нужен с краю еще один листок, но чуть-чуть поменьше, вот. Вот. И затем уже вот этот посередине, чтобы скрыть все мелкие там недочеты.
Вот таким образом. Именно вот эти перышки, которые наверху, я их подрезаю. Вот таким образом. Так, конечно, пережимаю пинцетом. И сейчас покажу, как их клеить. Нанесу клей, и вот прямо вот они будут располагаться именно вот во всех вот этих крайних отверстиях, так можно сказать. Так, придерживаю все. Также нанесу клей вот сюда, именно чтобы подклеить вот все перья вместе, и чтобы наложить именно вот эти перышки одно на другое, чтобы все скрыть. Вот таким образом укладываю и прижимаю. Теперь я подобрала по размеру следующее перышко. Вот оно у меня вот здесь будет. Оно у меня скручено. Я также его подрежу. Беру пинцет и смотрю, как бы его прикрепить. Вот, чтобы все у меня было красиво. Но прежде, вот видите, у меня здесь остается такой небольшой отрезок пустой. Можно вот брать отдельные, как бы отдельные кусочки, которые мы нарезали, снять все с них. Так, сейчас у меня тут клип приклеил. Я имею в виду ниточку. И вот так закрутить. Чуть-чуть под углом. Слишком тут не надо. Вот. Снимаем. И вот этим кусочком я заполню вот здесь пустоту. И вот этот наверх. И все будет прикрыто. Так, сейчас у меня тут клей зацепился. Еще раз подрежу все. Наношу сюда клей. Так, клей закончился. Секунду. Заправлю новый стик. Наносим клей. Вы видите, я достаточно много клея здесь наношу, чтобы все подклеить. И вот так укладываю. И даю закрепиться. И завершающий вот этот лепесток, так скажем, нам надо также приклеить, чтобы вот эти вот листики не задеть сильно. Поэтому мы все лишнее так сейчас убираем. Вот таким образом. И на все вот эти места, вот можно на лепесток, вот сюда все, мы везде нанесем клей. Так, сейчас я уберу вот эту ножку, чтобы она мне не мешала. И начинаю сверху. Вот так вот. Так, убираем резко клей. И вот. Потому что если вы потянете клей за собой, то у вас что-то прицепится. И вот таким образом. Так, вот тут что-то у меня. Приклеиваем. Нижняя часть у нас приклеится от всех вот этих перышек, а верхняя часть у нас вот так вот играет. Так, конечно же, все сначала прижимаем, даем закрепиться, и вы видите, как все красиво получается. У меня здесь еще несколько штук ждут своей очереди. Вот таким образом у нас получаются вот такие красивые перышки. И вот что получилось. Мне очень нравится, как это все играет. Посмотрите, какая красота. Вау! Сегодня я вам показала, как приклеить перья, чтобы они вот так играли. В следующем уроке мы с вами закончим полный декор. И, конечно, покажу полные готовые комплекты. А на сегодня все. Творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока!